Друзья, в этом выпуске я расскажу о приложениях, которые могут вам пригодиться на время жизни во Вьетнаме. Также они подойдут вам, если вы приехали сюда просто отдохнуть. Обязательно подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, сами все знаете. А я здороваюсь с каждым из вас. Всем доброе утро, добрый день и добрый вечер. Погнали! А прежде чем мы начнем, хочу напомнить, что если вы хотите приехать во Вьетнам и вам нужно оформить электронную визу, у меня на канале есть видео с подробной инструкцией, как это можно сделать. А если вдруг у вас нет карты иностранного банка или у вас что-то не получается, то можете обратиться за помощью ко мне, и я с удовольствием за небольшую комиссию помогу вам. Пишите ко мне в Telegram, ссылочка на него будет в описании под этим видео. Итак, начнем. Первое приложение связано с навигацией. Естественно, когда вы оказываетесь в чужой стране, в чужом городе, возникает вопрос, как добраться из точки А в точку Б. В этом вам помогут приложения Google Карты или Maps.me. Это два разных приложения, оба здесь отлично работают. Также обязательно рекомендую заранее дома скачайте офлайн-версии карт той местности, куда вы собираетесь в поездку. Это вам позволит пользоваться этими приложениями без доступа к интернету. Итак, друзья, следующее приложение Grab, которое обладает большим функционалом. Здесь им пользуются практически все. Основные задачи, которые он решает, это служба заказа такси, а также служба заказа еды из магазинов и ресторанов. Мы сами им пользуемся, но в основном мы пользуемся им для доставки еды из ресторанов. Процесс заказа происходит, в принципе, точно так же, как и в аналогах российских приложениях Яндекс.Маркет или Delivery Club. Все достаточно просто и интуитивно понятно. Но у этого приложения есть один небольшой минус. Там практически все на вьетнамском языке. То есть даже если вы смените язык приложения на английский, то меню ресторанов будет на вьетнамском. В таком случае мы пользуемся переводчиком, то есть двумя телефонами. Я навожу камеру с переводчиком на экран Алены. И, собственно, таким образом мы понимаем, что это за блюдо. Однозначно стоит иметь это приложение в своем телефоне. Рекомендую. Следующее приложение, о котором хочу рассказать, это служба заказа такси Максим. Приложение, которым я никогда не пользовался в России. Да и здесь мы не так часто передвигаемся на такси. Но когда это делаем, то делаем это с помощью этого приложения. Чем оно удобно, что там есть русский язык, оно интуитивно понятно, более удобно, чем Grab. А еще я дарю вам промокод на 150 тысяч донгов, которые будут вам зачислены, если вы укажете его при регистрации. Потратить вы их сможете на любые поездки, тратиться они будут равномерно 10% за каждую поездку, пока не закончится. Пользуйтесь на здоровье, рекомендую. Так, друзья, следующее приложение связано с арендой жилья. Это аналог букинга, называется Агода. Там очень много вариантов разных отелей. Также есть частное жилье. Также на сайте проводятся различные акции, есть скидки, бонусы. Рекомендую, можете найти вариант на любой цвет, вкус и кошелек. Итак, друзья, следующее приложение это Marketplace, называется Lazada. Это аналог AliExpress или наших Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет. Процесс оформления заказа выглядит абсолютно точно так же. Много продавцов, большой выбор товаров на любой вкус, цвет и кошелек. Много акций, различные бонусы. Все точно так же работает, как и у нас. Больше приложение, конечно, подойдет для тех, кто приехал сюда на длительный срок, будет обустраивать свой быт, покупать одежду, какие-то вещи и так далее. В Ничанг срок доставки примерно занимает неделю, иногда быстрее, примерно 3-4 дня. Привозит курьера, расплатиться с ним можно наличкой. Так, друзья, следующее приложение, коротко о нем, называется Vexery. С его помощью вы можете забронировать или купить себе билеты на междугородние автобусы, слипбасы. Если вы вдруг планируете поездку, допустим, из Ничанга в Далат и не знаете, где купить билеты, то это приложение вам поможет. Опять же, там большой выбор, много рейсов, есть фотографии, есть отзывы, оценки. Рекомендую для использования. Итак, друзья, следующее приложение это Zalo. Типичный мессенджер, аналог WhatsApp или Telegram, работает через интернет. С его помощью можно обмениваться аудио-видеозвонками, обмениваться текстовыми аудиосообщениями, а также картинками и видео. Ну, в общем, все привычно, все как обычно. Понадобится оно вам для общения с местными, например, с хозяевами квартиры, которую вы арендуете, или вы вдруг заведете знакомство с вьетнамцами. Здесь им пользуются практически все, поэтому оно обязательно вам пригодится.
Итак, друзья, следующее приложение называется «Чё тот?». Это полный аналог нашего Авито, сайт объявлений. Его вы можете использовать для поиска жилья. Там размещают объявления вьетнамцы, и, собственно, таким образом можно найти себе жилье. Можно использовать его для поиска байка, для аренды или покупки. Много объявлений, много всего. Но у этого сайта есть единственный минус. Он только на вьетнамском языке. И, как правило, вьетнамцы тоже размещают информацию о товаре только на вьетнамском языке. Но, используя переводчик, пользоваться этим сайтом можно, поэтому обязательно рекомендую это приложение. Оно должно быть в вашем телефоне. Итак, а завершить я хочу этот выпуск приложением Speedtest. Особенно оно будет полезно для тех, кто приехал сюда на длительный срок. С его помощью вы сможете измерить скорость интернета в апартаментах, которые собираетесь арендовать. Вы должны знать, что вопрос интернета здесь стоит достаточно остро, и не во всех апартаментах интернет хороший. Во время просмотра апартаментов обязательно попросите у агента или хозяина доступ к интернету, проверьте скорость, причем ориентируйтесь на московский сервер. Сервер можно поменять прямо в приложении. Особенно это важно для тех, кто работает удаленно с российскими сервисами, например, Яндекс. Потому что интернет может быть хорошим внутри Вьетнама, но при этом быть плохая международная связь. Проверяйте интернет. Если вас устраивает, то все отлично. Если нет, то разговаривайте с агентом или хозяином о возможности увеличения скорости или замены роутера. Итак, друзья, на этом все. Надеюсь, вам было интересно, полезно. Обязательно подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на мой телеграм-канал, подписывайтесь на наш чат о жизни во Вьетнаме. А на этом все. Еще увидимся. Пока-пока.